Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и наша с вами история продолжается. Я вышел из подземной темницы, не стал рисковать нашим отрядом, сбегал в библиотеку, прочитал книгу, которую нам советовал Немрис. И теперь, в принципе, мы готовы ответить на его загадки. После загадок, если успешно ответим, я хотел бы сходить в лечебницу, осмотреться там, а потом уже, наверное, двинем с вами на северо-запад. Так, это, наверное, через вот эти ворота. Потому что западную часть мы проверили, конечно, не полностью. Можно еще на восточные ворота сходить. У нас здесь не проверена вот эта часть карты. Ладно, посмотрим. Давайте сначала поговорим с нашим Немрисом. Расскажи о себе. Ты писатель? И вот он нам говорит о книге «Философия смерти», про которую я вам и сказал. Испытай меня. Конечно. Смерть сильнее жизни. Так утверждает клириков. Прав ли он? Смерть сильнее жизни. Нет, как смерть может быть сильнее жизни? Жизнь сильнее. Нет, конечно. Совершенно верно, он не прав. Перейдем к делу. Цель жизни – жизнь. Вопрос, который одновременно является и ответом. Хорошо. Теперь груз забот упал с моих плеч. Верно? Цель жизни – жизнь. Так. Цель жизни. Цель жизни. Нет, не совсем. Последний вопрос. Я смело выхожу за границы веры и страха. Смерть. Тебя я называю равной жизни. Это мое спасение или моя погибель? Так, смерть. Это его спасение или погибель? Смерть. Спасение.
Ну, для тебя, в твоем положении, конечно, это спасение. Вот мы и разгадали. Так, и нам упал подарок, да, призовой сундук. Давайте подарки будем брать Скарлетт, так как у нее параметры настроены на удачу. Может быть, что-то повезет. Так, давайте посмотрим, что мы нашли. Крупная золотая ложечка, неопознанные изысканные кожаные доспехи и кинжал. Ну, конечно, сейчас определим. Так, кинжал бегства. Так, ну кинжал мне никому не подойдет. Так, изысканные кожаные доспехи. Угу. Ну, доспехи можно, скорее всего, дать, наверное, Джану. Да, у него повысится инициатива, повысится перемещение и плюс 12 ОЗ. Ну, вот другое дело. Так, а этот мы потом продадим. Так, и мы выполнили еще один квест. Так, теперь давайте вернемся на рынок. Помните, в гробу Джейка, якобы Джейка, мы нашли испорченное мясо овцы. А у нас на базаре Изабелла вроде просила найти ее овечку. Так, где у нас тут базар? Так, а потом, наверное, скорее всего, вернемся на пристань. И скажем 3 матросам, которые стоят без работы, что им нашлась работа. И тоже выполним квест и получим за это опыт. Так, Бертия. Не Изабелла, а Бертия. If you've got a favourite sheep, best to fry her up now before she gets thieved in the night like me dear plump ogget, the finest in me herd. Насчет украденных овец. Oh, ogget, you're rotten to the bone. Oh, me poor sweet plump girl, you've been wasted entirely. All that roast, all the mutton, not even the sausage grinder will want her now. Give her here, will you? Моя заплесневевшая красавица. Да она там протухла. Ага, и она побежала к капитану Аурею, да? Джан, да я и так собран. Ты чё, блин, не понимаешь? Мы за квест опыт получаем. Так, теперь давайте вернемся на пристань. К нашим морячкам. Так, вот тут они стоят. И скажем им, что капитан Джек готов их взять в команду, и у них появится теперь работа. И они смогут работать. Затем мы пойдем в медицинский приход.
Чайка отдыхает, да? Ха. Так, ну что-то они долго идут. Наша бригада. Тебе удалось найти для нас работу? Нам любая сойдет, честно. Насчет поиска работы. Нужно сказать им, что капитан Джек сейчас на рынке ищет людей, которые помогли бы ему погрузить товары на корабль. Это хорошая, честная работа. You should tell them that Captain Jack in the marketplace needs a crew to help load his ship. It's good, honest work. Отлично, значит, идем к капитану Джеку, да? Ящики кто угодно может грузить, им не нужны приключения, а мне их деньги. Так, пусть идут, наверное, к капитану Джеку. It's a perfect fit. Captain Jack it is. So, a captain's offering booze and brass for a bit of crate loading. Gods be praised. You've done it, friend. Off we go. Так, и вот мы выполнили еще один квест. Так, ящик мы брали. Теперь давайте перенесемся к северным воротам. Так, и где у меня медицинская клиника? Так, ну, клиника вроде бы вот здесь. Нам надо пройтись по этой стороне. Ага. Так, идемте, ребята. Так, а тут у нас торговка торгует стрелами, да? Вот бы облутать ее, блин, все стрелы бы забрать. Так, а забрать мы можем. Так, ну тут, если мы их возьмем, тут такой кипиш начнется. Получается, будет воровство. Получается, грабить бы лучше ночью. Так, лечебница Телирона. But if one were to reduce the quantity of skull dust by a percentage of 2? Oh, a source hunter. Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by nearly 20 centimeters of tibia, as my memory serves. No matter, no matter. Even if it couldn't spare its heartiest specimen, I'm sure the order sent the individual with the next highest probability of success. Yeah? Расскажи мне о себе. Me? Why, I'm more than a little surprised you haven't heard of me. Perhaps I can jog your memory. It was I who cured the Duchess of Arata of her unslakable thirst. A small pinch of a trooper belladonna in her morning tea. I who discovered that aging itself can be halted by a single application of cicuta de glacie. Not to mention that it's been my guidance that has permitted my apprentice Evelyn to make quite a name for herself around Sicile of late. Значит, твоя ученица добилась успехов? Yes, yes. If that's how we're referring to the secretive use of a revolutionary healing method she refuses to share with her own master. She's in the other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her to offer a demonstration. Ну, мы с ней пообщаемся. Революционный метод? Можешь рассказать о нем более подробно? She's gotten hold of a stone, supposedly capable of fantastic
Я примерно представляю, какой камень. Тот камень, который мы с вами и ищем. But she claims to have gotten the relic from a little northern town, Silver Glen by name, and that an abbot there blessed it with the power to heal. Utter rubbish, I say. But for these blasted undead haunting the travel routes, I can hardly march up to Silver Glen to learn the truth myself. Расскажи мне о том, что происходит в окрестностях Сайсила. Certainly, what would you like to know? Тебе что-нибудь известно об убийстве Джейка? The counselor, terrible loss that. Though we were hardly more than acquaintances, I knew him to be a devoted. From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violent. The affairs of his wife, Esmeralda, were hardly a secret. Расскажи мне про нежить. I've applied myself to that problem for 2 years and still haven't come a step closer to solving it. I declare it an act of the Almighty's, if I believed in such things. Some events, Source Hunter, can be neither controlled nor understood by mere men. Давай поговорим о твоей ученице Эвелин. Well, she certainly possesses a critical eye and an exacting manner when it comes. I expect she'll be a very successful healer in her own right when the time comes. She is learning from the best, after all. Интересно, чем ты торгуешь? Так, ну различными зельями и свитком воскрешения. A mysterious healing stone. Interesting indeed. Nothing sets me on edge like inexplicable magic. Ух ты, сколько у тебя здесь ништяков. Надо будет как-то тебя облутать. Which of you is more deserving of life? Come, make your case. Excuse me. This is a private sick room. Who in the name of the seven do you think you are barging in here? Out, I say, right this instant. Расскажи мне о себе. Oh, I'm sorry. It's this task. I'm just... Who am I to meddle with life and death this way? I'm an apprentice of the healing arts. Healing! But this decision feels like precisely the opposite. I have but one healing stone, you see, and 2 direly wounded men who need it. I've been racking my brain trying to decide on the best method to settle this grave situation, but perhaps it's better off in the hands of an esteemed source hunter. Surely you are more accustomed to weighing life and death than I. Насчет твоего исцеляющего камня. Yes, a curious relic indeed. I got it from a kindly abbot, Loik by name, in the northern town of Silver Glen. He is of a certain faith, the Immaculates they call themselves, that espouses the belief that I myself was nothing if not skeptical of his claims, but something happened as he handed me the stone. A small cut on my finger instantly healed, leaving no trace of the wound. But it's strange. The stone is only good for a single use at a time before it reverts to a useless, inert state. It takes time to regain its magical properties, and I guard it cautiously. Так, теперь давайте ей зададим вопрос по поводу убийства Джейка. Тебя подозревают в убийстве Джейка. Is that so? Well, I handled the corpse myself, indeed, but I hardly knew the man in life. I was shocked when Ahu asked me to come to the crime scene, but Teleron had taken ill, and the response... I arrived at the inn, where the body lay just where it had fallen. The injuries were like nothing I'd ever seen. A single intricate laceration wove like lace around every inch of his skin. I personally delivered the corpse the short distance to the mortician's house. As far as I know, everything was, as far as a magical murder is concerned, quite normal. Так, и Эвелин нам говорит, что убийство было с помощью магии. Расскажи мне о пациентах. What would you like to know? Я хочу больше знать о Борисе. One of the brave few willing to traverse the trade routes plagued by the undead. A young man, but excellent in matters of business, before he fell victim to an orcish club in the north, that is. Thankfully for him, a cattle trader found him, nearly dead, but not quite so, and brought him here straight А away. теперь расскажи мне больше о Стивене. Quite the venerable staple of Seal, Stephen, and recently blessed with his 3rd grandchild. He was leading a crew of builders when a stray beam struck him in the temple,
and only a few days shy of his last day of work before retirement, no less. Nearly everyone in Seal is familiar with grinning Stephen, and as you can imagine, he's quite Так, и нам опять dear дают to на his выбор family. выбрать. Так, ну выберу я, наверное, скорее всего, You are? I thank you a million times for your Бориса, help. Who потому have you что он decided молодой, should receive the healing и он stone? помогает жителям Сайсила уничтожать нежить. А Стивен, он уже старый, он уже свое прожил. Ну спасем мы его, да, все внуки, родственники будут рады, но зато умрет Борис. Нет, наверное, я выберу Бориса. Борис только начинает жить. Нельзя допустить, чтобы он погиб. Камень должен достаться ему. Boris's life has just begun. We can't cut it short now. He should receive the stone. Да, Борис заслужил право насладиться жизнью в той же мере, что и Стивен. Yes, Boris deserves to experience all the pleasures of life that Stephen has already enjoyed. Boris it is? Yes, I'll deliver the stone. I'm glad we'll get to save one man. My heart breaks for the Да не other. печалься, Эвелин. Давай, спасай парнишу. No, this is highly... Stones for both of us. Так, и у нас появился сигнал возвращаться к вратам разрыва. Так, давайте здесь все облутаем. Sorry, friend. I wish there were enough stones. Ага, я вижу ключик. What's that gleam? I feel no pleasure in bidding you farewell, friend. I feel no pleasure in bidding you farewell, friend. Так, ключик, Sorry, да? friend. I wish there were enough stones for И both теперь of мы us. можем попасть... Ключ от задней комнаты Телирона. Окей, сейчас подождем, когда Эвелин уйдет. И мы попадем в эту комнату. А в этой комнате сундучок. I don't know what I did to deserve this, but Так, закрываем. Заперто. Книга навыка доктор. Так, и давайте тут все чистить. Нас никто не видит, так что... Так, я вижу еще один ключик. Ключ от секретного сундука от Телирона. I don't know what I did to deserve this, but I'm beyond grateful. Так, ну больше ничего. Давайте, наверное, вот этот и есть сундук. Странно. Узорчатый сундук. Ну, давайте попробуем отмычкой. Мне кажется, не получится. Да, уровень взлома слишком маленький. Так, а ключ туда получается... I feel no pleasure in bidding you farewell, friend. от другого сундука. I don't know what I did to deserve this, but I'm beyond grateful. Так, давайте выйдем на задний двор. Проверим, что здесь есть такое интересное. Так, поговорим с коровкой. Don't disturb Master Theliron now.
now. He's been so busy with his research, the poor dear hasn't had a proper night's sleep in months. Стой спокойно, я тебя подаю. Ладно, только понежнее. Don't disturb Master Telly. Так, и у нас должно молоко появиться. Ага, ведро молока. Так, пойдемте поговорим с Бяшкой. What's this I've spotted? Milk. I give wool. And what do I get in return? One way or another, they always try to fleece me. Especially that Evelyn. She's out to get me. I know it. Meh. Так, а мы что-то нашли странное. Надгробие, уровень 20. Так. Рисковать я не буду. Так, подойди один. Мало ли чего. Тут, блин, ловушек всяких полно. The earth here seems to have been freshly fertilized and aerated. Obviously, someone has taken great care to maintain this gravesite. Are you sure you want to disturb it? Мы с нашими лопатами с удовольствием этим займемся. We and our shovels will do as we please. Ладно, за работу. That's right. Let's get digging. As you prepare to break ground, you gaze at the dirt beneath your feet once more. Так. И что-то надгробие нас предупреждает. Блин, как бы не было это ловушкой. Давайте не будем беспокоить, а? Так нельзя, мы не должны тревожить покой мертвых. This is wrong. We shouldn't disturb this grave. Соглашусь, это тяжкий грех. Right you are. It would have been a terrible misdeed. You step away from the grave. Так, мы, получается, не скопали, да? Зато получили сострадание. Ну давайте тогда на этом заканчивать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Владимир Рад. И увидимся в следующих сериях. Пока-пока-пока.